try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша. И сегодня у меня для вас общий обзорчик цветения моего балкона в феврале 2021 года. Наконец-то за окном солнечно, хотя ветрено, но меня радует, что я смогу показать вам свои орхидеи в солнечную погоду и раскрыть всю красоту оттенков каждого сорта. Друзья, так как у меня произошли изменения на моем балконе и обновочки, это новые стеллажи, и я, конечно же, устанавливала их уже в разном порядке. Я уже не помню, какие орхидеи я показывала, о каких рассказывала, каких нет. Поэтому буду рассказывать по порядку. Надеюсь, все равно будет интересно, потому что с момента того обзора, который был еще со старыми стеллажами, многие орхидейки не были еще в таком полном распуске, поэтому уверена, что даже те, которые вы видели, вам будет интересно посмотреть их вновь. Ну что ж, я начну, пожалуй, вот с этой полочки. Мне удобнее всего пока ее показывать. Вот перед вами уже в полном распуске очаровательная. Вот у нас еще одна помощница. Это мой питомец. Это той-терьер порода. Зовут ее Белла. У меня две красотки. Еще одна рыженькая есть красавица. Но она более стеснительная. В кадр обычно не лезет. Значит, вернемся к орхидейкам. Значит, смотрите, перед вами очаровательная желтая красотка с малиновой губой. Чудесная орхидейка Golden Beauty. Красотой этой орхидеи, хотя сорт очень простой, она доступна в продаже. Очень часто ее можно встретить на прилавках магазинов. Но насколько красивая эта орхидея, она цветет всегда у меня невероятными гроздочками. Я не рассказывала, говорила, что сорт этот мой со мной уже много лет. Именно сорт, не эта орхидейка, а сорт, потому что она была одной из первых у меня в коллекции, но в определенный момент я потеряла этот сорт, она у меня погибла, и я с радостью возобновила покупку, решила пополнить ее в свою коллекцию. Вот такая чудесная орхидея, очень красочная, благодарная на цветение, и из боковых почек цветет. В общем, красотка. Единственное, она цветет не очень долго, не так уж продолжительно, как многие голландские орхидеи, но доращивает цветоносики и пробуждает боковые почки, поэтому зацветает в год несколько раз. Нравится мне у этой орхидеи губа, она ярко-малинового цвета, вот с такой вот тигровой серединкой, и у нее мелкие прожилочки по лепесточкам малинового цвета. Очень красивый сорт. Вот такая девочка. Цветет она, вернее, растет она у меня в коре с добавлением влагоемких компонентов, но влагоемких компонентов там больше, чем коры, потому что она пришла, когда я ее купила, она была с не очень хорошей корневой системой, и я этой девочке доращивала корешочки, создав ей влагоемкий субстрат.
Пока так она у меня и растет, но весной, скорее всего, буду делать ей перевалочку. Рядышком с ней стоит, я ее уже, конечно, показывала, помню, что в обзоре она у меня участвовала. Это Albufeira, многими тоже любимая бабочка, очень красивый сорт, я о ней рассказывала. Очень крупный цветочек, цветочек-орликинчик. Вот это пятнышки всегда с разной интенсивностью на цветочках. Все зависит от количества солнечного света. И в зависимости от этих условий она окрашивается в разные, каждый раз по-разному процветает. И из-за этого я люблю такие сорта, что они каждый раз для тебя будут сюрпризом. Вот зимой я говорила, что, видите, петали немножко недораскрыты. Такое ощущение, что орхидейка прям стесняется. Призакрыла свои петали. В весенне-летний период этот цветочек распускается полностью и широко раскрывает свои боковые петали. Цветет она у меня очень пышненько всегда. Она мне не так давно, конечно, но те цветения, которые я уже видела, это всегда вот такие вот пышные грозди. Розетка, конечно, у нее очень большая. Этот сорт с огромными листьями. Сейчас вот относительно руки я вам покажу один лист. Посмотрите, какой он огромный. Места надо этой красавице прям очень много. Вот такие огромные листья. Так что сорт крупненький. Есть у меня еще пилорчик Albufeira, тоже невероятной красоты сорт. Вернее, мутация сорта тот же. Вот, мутация просто сногсшибательная. Но я покажу скоро в отдельных обзорах. Два этих в отдельном обзорчике покажу. Оба эти сорта. Растет она у меня тоже в коре с добавлением влагоемких компонентов. Вот, наконец-то и распустилась полностью в полном распуске сейчас моя красавица бабочка Мальма. Мальма чудо-цветок. Даже, знаете, сейчас излишне какие-то находить какие-то слова, эпитеты, какие-то комплименты для нее. Вы все видите сами. Насколько нежная, насколько какая-то гармоничная все у нее сочетание всех оттенков. Очень аккуратная орхидейка. Вот. Покажу ее, опять же вставлю, как она цветет у меня, цветет в весенне-летний период. Сейчас она немножечко поскромнее в своих оттенках, не настолько яркая, но не менее красивая. Я говорила, что у нее два цветоносика, второй цветоносик немножко меньше по высоте и меньше цветочков у нее. Вот он спрятался тут. А этот цветоносик с большим количеством цветочков, разветвлений два у нее. Вот. И цветочек немного мельче в зимнем цветении. Я уже говорила, почему в предыдущих обзорчиках. Вот такая красавица. Розеточка у нее средняя. Значит, вот они листики ее. Сейчас покажу. Попытаюсь, во всяком случае, потому что цветоносиков много передо мной. Вот такие вот листики. Они примерно 20. Это взрослые листья, где-то 25 сантиметров. 20-25.
розетка достаточно компактная. Часто слышала такое мнение, что Мальма вредный сорт в плане того, что может легко сбросить корневую систему, вообще распасться на глазах. Но, слава богу, я, конечно, очень дорожу этими сортами, слежу очень внимательно, всегда просматриваю их. Вот такая девочка красивая. Рядом с ней стоит у меня бабочка. Это новый сорт. Она мало у кого есть в коллекциях, потому что это азиатская красотка из новых сортов. Сейчас покажу вам ее название. Вот так она называется. Купила я ее. Я сделаю обзорчик по ней, потому что считаю, что вообще я считаю, что у меня на канале будут как общие обзоры, так и индивидуальные обзоры. Постараюсь всех своих сортов сделать, неважно, насколько редкие они или не редкие, но буду делать все, потому что считаю, что каждая орхидейка достойна, чтобы о ней рассказали отдельно и показали индивидуально ее красоту и ее неповторимость. Вот, поэтому пока буду очень вскользь и быстро показывать, а на о индивидуальных обзорах останавливаться поподробнее. Вот такая вот у меня чудесная бабочка. Она у меня новая в коллекции и цветет у меня впервые в домашнем цветении. Вот, она уже цвела, поэтому садовник видел, что это действительно бабочка, что будет цвести она по заявленному сорту пилориком, потому что приехала она у меня со старым пенечком, взрослая, в размере 3,5. Я очень люблю белые орхидеи и все вариации с каким-либо цветом. Если вы видите, да, вот она уже начала доращивать мне цветоносы. То есть это не те бутончики, которые она полностью распустила, все бутоны, которые сформировала для цветения, распустила их, и сейчас мне продолжает новые бутоны растить и собирается демонстрировать еще свою красоту для меня, ну и для вас. Вот. Следующая орхидейка, кстати, сидит она у меня в мхе, но потом тоже все об этом расскажу. Следующая орхидея, это моя тоже очень любимый мой сорт, это Сакраменто. Орхидейка тоже достаточно. Сейчас попробую встать удобно, чтобы было все видно. Орхидейка это простой сорт, скажем, часто ее можно встретить на прилавках в супермаркете. Очень жалко, что многие недооценивают ее красоту и проходят мимо. Надеюсь, что в моем обзорчике вы рассмотрите всю прелесть этого сорта и непременно приобретете ее в свою коллекцию, потому что я тоже вставлю вам, покажу цветение, все прошлые цветения этого сорта, и вы, конечно же, очаруетесь. И так-то уже сейчас видно всю красоту этого сорта, потому что цветок крупный, цветок у нее достигает 10 сантиметров. Цветет она всегда либо с 2 цветоносов у меня, либо если с одного, как в этом цветении. Видите, в этом цветении 1 цветонос, но он разветвленный на 2 веточки. И как плотно усажены все веточки вот такими вот шикарными большими цветочками. Конечно, не может не радовать такой сорт, каскадный,
И вот я сейчас снимаю, и сейчас заметила, не видела, видите, собирается она мне продлять цветоносик один. Сейчас заглянем. О, да, кстати, и второй тоже. Сейчас, секундочку. Вот видите, второй тоже она пробудила. Притом при всем, что все цветочки на месте, не сбросила ни одного, не засушила, я имею в виду пока еще, но при этом уже собирается продлять. У нее тоже такой нежный розовый цвет с такими прожилками, очень не контрастными. Я не очень люблю венозников. У меня в коллекции не так много сортов венозников. А вот такие вот прожилки, как я показывала и на этом сорте, и на Golden Beauty, очень мне нравится. Губочка вот такая малиновая. Тоже, видите, такая тигровая на щечках. Цветет она у меня всегда дважды в год. И весной, и вот пол-лета будет цвести, и зимой цветет, отдыхает совсем немножко перед осенним цветением, где-то пару месяцев. Пару месяцев в конце лета, начало осени она отдыхает и вновь запускает цветоносики. Розетка у нее, ну, довольно крупная, но листики не широкие, узкие. Вот это у меня на листиках пигментация от пересвета. У меня на самом деле летом, несмотря на то, что здесь балкон северо-восточный, но света все равно очень много. И вот эти вот пятнышки — это пигментация от пересвета растения. Вот такая вот орхидейка. Кстати, рядышком еще всем любителям хой я тоже сделаю обзорчик по своим хоечкам. У меня довольно много сортов. У меня открылась такая любовь тоже к этому растению. Я вообще-то очень люблю лианы. Всякого рода сциндаптусы у меня были, но мне нравится еще в растениях очень сильно. Я люблю вот эту, знаете, как у суккулентов, такие плотные мясистые листочки. А вот в хоях как раз совместилась вся моя любовь, то, что мне нравится в растениях. У них листочки мясистые, они лианы, и они еще цветут. То есть все есть. Сциндаптусы, допустим, у них красивые листики, да, но у них нет цветения. А у хой просто обожаю их за всю эту красоту. Вот как-нибудь тоже покажу вам свои хоечки. У меня их много. Значит, смотрите, дальше у меня стоит просто моя... Кстати говоря, сниму я как-то ролик, потому что меня девочки уже просили рассказать историю, как началась моя любовь, из чего началось мое коллекционирование и какая орхидея сподвигла меня на вот такое вот приятное увлечение. Как раз это была мандала. Вот с нее все и началось. И я расскажу, как это все было. Возможно, будет интересно. В общем, перед вами сорт мандала. Как вы видите, мандала тоже у меня пышнючая орхидейка. С двух цветоносов, кстати, за все время, сколько она у меня уже более 4 лет. Именно эта орхидейка. Она у меня никогда не цвела с 2 цветоносов. Всегда цветет с одного, но она всегда разветвляет. Нет, я обманываю. Один раз она у меня цвела с 2 цветоносов. Покажу вам эту фотографию.
Очень тоже красивое было цветение. Просто я немножко уже забыла, потому что было давненько. Сейчас вспомнила. Все последующие цветения были с одного цветоноса, но посмотрите, как она разветвляет свои веточки. Вот веточка, вот веточка, и вот основной цветонос, и сколько цветочков. Конечно же, у этого сорта впечатляет форма цветочка, его губа просто невероятная. Она вот такая вот выпуклая, вот такая вот живописная, какая-то резная. Посмотрите, какая она тигровая. И какие у нее пастельные, красивые оттенки нежно-желтого, белого, персикового. Вот такие вот пастельные тона. Она, конечно же, выгорает. Распускается она, посмотрите, больше в таких желтых, насыщенных желтых тонах. Сейчас покажу самые свеженькие бутончики, которые она только распустила. Видите, больше преобладают желтые. Но в процессе цветения она становится более нежной, такой вот светленькой. Цветочки у нее тоже довольно крупненькие. Просто сейчас тоже она демонстрирует цветение не настолько большими цветочками, насколько вообще может процветать. Но весной, если она пробудет еще почечки, цветочек будет крупнее, я обязательно покажу. Вообще беспроблемная. Кстати, розетка у нее мелкая. Она совершенно беспроблемное растение. Настолько беспроблемное, что я ее уже пару лет даже не пересаживала. Там корней у нее достаточно. Неприхотливо, тоже цветет регулярно. Вот губочка просто шикарная. Видите, вот с боков какие у нее разводики. Налюбоваться невозможно. Ну и, конечно же, я обожаю эту орхидейку за ее вот эти вот лепесточки, которые она делает, загибает назад в виде капюшончика. Видите? Очень красивая. Кстати, есть сорт шампань. Шампань, они очень похожи, но у шампань нету вот этих веснушек. Кстати, за них я еще не сказала. Вот смотрите, какие у нее веснушечки. Как будто стесняется орхидейка. У шампани нет веснушек, и у шампани немножко другая губа. Она не настолько колоритная. У нее нет таких вот явных тигровых полосок. Более мягкая, скажем, в своем окрасе шампань, но очень-очень похожа. Их очень часто путают и думают, что это один и тот же сорт. Но это разные сорта. Так, следующая орхидея, ее точно показывала, это я помню, потому что она у меня одна из первых в этом сезоне и цвела, и, конечно же, попадала уже во многие обзоры, которые я делала. Вот, это Феррара. Кто не видел прошлые обзоры, я говорю, рассказываю и повторюсь, это Феррара в мутации бабочка. Пилорики иногда многие говорят. Один цветочек, причем никогда такого не было у меня. Один цветочек, она одну петалию задумала показать как трилипс. Но это только один цветочек, все остальные всегда бабочки. В этом цветении она без новых цветоносов. Все цветет со старых, с боковых почек, причем даже цветет с боковых, то есть вот это боковой цветоносик, вы видите, а из бокового она еще сформировала две веточки боковые и продолжает мне
показывает свое цветение. Почему одна из первых зацвела? Потому что она не растила цветоносы новые, а пробуждала почки. А для орхидейки проще разветвлять, пробуждать почки и растить. Для этого ей надо меньше количество энергии затрачивает она, чем на выгонку новых цветоносов, поэтому такие цветоносики, как правило, быстрее вырастают, вот, и показывают свое цветение. Так, следующая орхидея — дикий кот. Дикий кот, посмотрите на мою... Здесь, кстати, два растения рядышком стоят у меня. Вот один горшочек, вот он, и второй горшок. Два диких кота. Один дикий кот был мой, а второй стоял у мужа на работе. И он его на зиму забрал домой, потому что боялся, чтобы растение не погибло, потому что надо и досветочка, там всего этого нету. И мы пока выращиваем ее дома. Вот это ее домашнее первое цветение, потому что мы купили ее весной 2020 года. Вот, и осенью она запускает новый шикарный цветонос. Вот такой огромный, с с тремя шикарными разветвлениями. И очень много тут цветочков. Мне надо будет этот клубочек достать, отдельно показать две эти орхидейки. А вот эта орхидейка, дикий кот, это моя. Сейчас я попытаюсь. Вот она у меня цветет уже, вот эта веточка. Вот смотрите, сейчас. Вот эта веточка, это цветение моей орхидеи. Извините, просто неудобно. Вот. Она у меня цветет. Вот вы можете представить, цветет уже весной будет год. Да, весной будет год. Как она цветет, постоянно доращивает. Вот эти вот бутончики, что вы видите, это опять же дорощенные краешки цветоносов. И причем она доращивает абсолютно все, которые есть цветоносы у нее. Вот этот она тоже уже. И здесь тоже. И при всем, что у меня вот как-то я тоже, кстати, да, наверное, я расскажу полностью эту историю, когда достану эти орхидейки, расскажу историю, как я сломала цветонос боковой. Видите, изолента там видна. Как я его сломала, как я его примотала и что было дальше. Как развивались события с этим цветоносиком. Вот. Это мой эксперимент. Думаю, что он будет очень вам интересен тоже. Значит, то, что дикий кот большой водохлеб, многим это известно, кому неизвестно, расскажу. Очень любит попить водичку, пересушивать его ни в коем случае нельзя. Ему надо не держать, конечно, его мокрым, но не допускать, чтобы корни, потому что он этого не любит, чтобы корни долго были серебристые. Вот только видите, что то начинают... это понятно, это видно, я не знаю, как это объяснить. Я, например, это чувствую сразу. Орхидейку сразу надо поить, не передерживать ее. Не любит она всего этого. Вот. У нее огромнейшие листья. Листья просто невероятные. Просто гигантские. И корни гигантские она выращивает. В общем, дикому коту всегда надо очень много места.
у меня аж их два пока, но они еще пока помещаются на моем балконе. Так, что-то там за окном у нас происходит. Значит, сорт благодарный, пышно цветущий. Цветущий настолько долго, что вы устанете. Но я не устаю, потому что я очень люблю цветение этого сорта. Цветочек у нее порядка 8 сантиметров. Такой плотный. Он не восковый, но цветы очень плотные. Такой яркий, видите, пятнистый, хищный окрас у нее. Все цветочки с разной интенсивностью по окрасу. В общем, очень люблю эту орхидейку. Тоже расскажу о ней отдельно, кому интересно. Кто-то мне писал, спрашивал, вредный ли у нее характер. Абсолютно неприхотливая орхидея. Настолько неприхотлива, что единственное, что я говорю, надо не забывать ее поливать. Но в плане выращивания очень благодарный сорт. И очень красивый. Вот такая, поближе вам покажу. Ну что ж, друзья мои, наверное, этот обзорчик, вот практически весь ряд я показала. Этот обзорчик я буду завершать. На очереди очень много еще интересных сортов. Прям очень много красавиц у меня ждет своей очереди. Я с радостью поделюсь с вами в дальнейших обзорах. Покажу вам их всех. А сейчас буду с вами прощаться. До новых встреч, ребят. И пока. Try to fly